Всем привет и доброго дня! Вы на канале Сельский объектив. Сегодня с вами я, Владимир. Сестра Оля занята, поэтому сегодня с вами буду я. В нашем хозяйстве новое приобретение. Сейчас я вам его покажу. Так сказать, взяли новый металлолом. Будем с ним что-нибудь ваять, что-то пробовать, делать. Посмотрим, что получится. Сейчас я подхожу. Та-дам! Вот такой металлолом я вчера привез. Сеялка CZT 3.6. Буду пробовать. Ветер не слышно, наверное. Буду пробовать сеять овес и траву. Первый год убирать овес в рулоны коровам, а второй год уже следующие года будет расти трава. Целая, все комплектное. Конечно, она старая. Интересно, какого года, тут таблички нету. Вот, все сошники на месте, под зерно, под удобрение и под траву тоже все сошники на месте. Опа, в одном даже вот осталось. Как она? Семипровод. Что-то они скручены друг с другом. Вот так вот. Сложат они семипроводы старые. Семипроводы под зерно. Думал, что колеса негодные, но оказалось, в них воздух накачан. Они просто приспущены. А тут вот так использовали, видимо, вместо колпачка кусок шланга и болт. Сейчас накачаю колеса, проверю, как они держат. Но они должны держать, потому что они не спущенные были, а чуть-чуть приспущенные. Вот нашел такой гидроцилиндр на нее. Посмотрим, подойдет, не подойдет. Что-то мне кажется, он великоват. Но хотя, может, и подойдет. Должен подойти. Это колесо тоже вон вместо колпачка сделан шланг и болт. Но он тоже не до конца спущенное. Оно, скорее всего, целое. Шестерни, цепи, вроде приводы, все тоже на месте. От колес и там на месте, и там на месте тоже. Сейчас я подкачаю колеса, поддомкрачу ее, вывесю в воздухе колеса, покручу валы, проверю, а потом поставлю гидроцилиндр. Ну и в конце уже эти семипроводы поставлю. У меня они новые есть. Эти сеялки стояли штук, не знаю, наверное, 10 в одной сельхозпредприятии, которое уже перешло на современную технику. Там всякие джандиры, амазоны. Старую вот эту советскую они решили продавать. Вот и я у них договорился и выцепил вот эту сеялку. Вот у меня шланг. Сейчас трактором-компрессором включаем.
мой второй день эпопеи по восстановлению этой старой сеялки. У нас все эти 2 дня идут дожди, то солнце выйдет, то дождь опять начнется. И я вот так вот хожу, делаю, собираю ее потихоньку. Только солнце выходит, я продолжаю. Как дождь, сразу прячусь. Вот у нас рулонов осталось мало уже. Ну, часть коров на пастбище уже выгнали. Вот рулонов совсем чуть-чуть осталось от скирды. По поводу складирования. Кто-то писал в комментариях, что типа ставить рулоны на поддоны надо. Что типа так меньше отходов будет. Ну, у нас вот такой способ. Нижние рулоны ставим на попа, и они влагу не натягивают. И отходов практически нет. Не надо ставить никакие поддоны, никакие доски стелить, ничего это не надо делать. Просто ставите рулон стояком, вот так вот. И он снизу с земли практически ничего не натягивает. И у нас отходов от такого способа складирования практически нету. Остается только сверху закрыть чем-нибудь. И все. За 2 дня металлолом превратился в рабочую сеялку. Гидроцилиндр. Зацепил за трактор. Все это проверил. Все тут валы, все это смазал. Как говорится, тыква превратилась в карету. Металлолом превратился в рабочую сеялку. Значит, тут тоже все пресмасленки смазал. Эти сошники я отрегулировал примерно одинаково, чтобы были. Но потом, в этом году уже не успею. Потом, наверное, я еще сошники все поснимаю. Переберу там подшипники на сошниках. А так сейчас получается все крутится, все валы крутятся. Проблема была с одним зерновым валом. Он приржавел и не могли его сорвать. Но в итоге все-таки получилось. Сейчас все валы крутятся, все работает. Осталось только шланги поставить травяные. Эти шланги, они в комплекте были с сеялкой. Вот это значит зерновые. Это травяные. Но у меня еще вот эти шланги новые есть, которые потрескались, полопались. Я их поменяю. А так колеса не спускают. Накачал. Держит. Ну, я их поддомкратил сейчас все это, чтобы крутить колеса, проверять, как крутятся валы. Как бы все крутится. Муфта там срабатывает. Вот опять туча идет вон там. Вот оттуда все идет. Откуда-то с юго-запада идут тучи. Вот тоже все смазал привода, все эти пресмасленки смазал. Это тоже внутри все маслом отработкой пролил. Вот этот крючок работает, стопор. Тут тоже все работает. Вот тут какая-то фигня была еще. Не знаю, что тут было, но сейчас это все отломлено. Мне кажется, тут какой-то стопор был, чтобы в транспортном положении ее фиксировать. Ну, не суть важно. А так она усилена, косынки приделаны. Вот, короче, вот этот вал где-то вот здесь было заржавевшее и заклинившее, и не мог сорвать. Вот, тут ключом
Пробовал, крутил и в итоге все-таки начало крутиться. Зерновую коробку я ничего не трогал, не переделывал. Как она была, так и остались, все шестерни так и стоят. Значит, травяная коробка, с ней были проблемы. Вот эта шестерня неправильно стояла, вот эта неправильно стояла и вот та неправильно стояла. Та задевала вот за эту шестерню, то есть набор шайб был неправильный, она зацеплялась за эту и еще зацеплялась вот за эту шестерню и клинила. Коробка не работала, травяная. В итоге там отрегулировал, шайбы нормальные поставил. Сейчас они все правильно стоят, эти шестерни. И травяные валы, все крутится. Как говорится, хоть завтра сей. Только вот погода у нас не дает. Надеюсь, что успеем в этом году посеем этой сеялкой. Главное, чтобы погода установилась и поедем боронить и сеять. И пошел я на пастбище. Проверю, как там пасутся коровы. У нас ниже, вдоль реки, первое пастбище. Вот это вот коридор сделан на пастбище. Вот это стандартные стойки от электропастуха. Вместо токопроводящей нитки я делаю проволоку, стальку. Я думаю, она лучше, чем токопроводящая нить. А сверху обычный шпагат от рулонов электропастух. Сделал я такие калитки еще в прошлом году, чтобы не перешагивать через провод, а нормально проходить через калитку. Вот так вот. Провод идет по верху, а здесь калитка с пружиной. Здесь тоже нитка для лучшей заметности. И вот у нас этот табличка. Постоянно улетает эта табличка. Че пришла? Че орешь? Пошли на речку пить. А где кнопка? Вон она, в елках лежит. Че, кого слушаешь, иди давай отсюда. Уйди, уйди. Эти таблички я сам сделал самодельные, распечатал на цветном принтере и заламинировал. А дырки этим нагрел проволокой и проплавил. Ну, вроде держится.